Ситуация опять накаляется. Даже Китай потребовал от Ирана немедленно открыть Ормузский пролив. Пит Хексет заявил, что если Иран не примет мудрое решение, американская армия готова действовать по нажатию кнопки Дональдом Трампом, и описал катастрофические последствия. Американская армия потеряла над Персидским заливом беспилотник за $250 миллиарда. Переговоры Израиля и Ливана сорваны. Кто отказался встречаться и что думают об этом живущие под обстрелами ливанцы и израильтяне? Россияне атаковали Киев, Одессу, Днепр и Харьков. Сотни дронов и ракет. В Великобритании хотят отменить бесплатный вход в крупнейшие музеи. Туристы возмущаются, страны Африки требуют от Лондона вернуть награбленные экспонаты. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Китай выступил с призывом к Ирану обеспечить возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД КНР Ван И в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что суверенитет и безопасность Ирана должны уважаться. Однако свобода навигации в ключевом морском коридоре должна быть гарантирована. Об этом сообщил китайский МИД. По словам Ван И, открытие пролива отвечает интересам всех сторон, а Пекин поддерживает сохранение перемирия и возвращение к переговорам. Американские военные опубликовали радиоперехваты коммуникаций, в которых американские военно-морские силы требуют от судов в Оманском заливе прекратить транзит в сторону Ирана, если это их следующий порт захода, из-за действующей блокады. Не пытайтесь прорвать блокаду. Суда будут остановлены для перехвата и досмотра при следовании в иранские порты или из них. Разворачивайтесь и готовьтесь к досмотру. Если вы не будете соблюдать эту блокаду, мы применим силу. Вся военно-морская мощь Соединенных Штатов готова обеспечить выполнение требований. Центком в публикации в социальных сетях вместе с аудиозаписью заявила, что американские корабли патрулируют Оманский залив, поскольку Центральное командование продолжает выполнять приказ о блокаде судов, входящих и выходящих из иранских портов. Блокада вступила в силу утром в понедельник, и Центком утверждает, что ни одно судно не смогло пройти через американские силы. Однако иранские СМИ заявили о 4 судах, прошедших в страну и из страны в этот день. А данные морского слежения показывают, что 3 из них вошли в иранские воды, а 4-я выходила из них. Американский чиновник сообщил CNN, что перехваты не происходят в Ормузском проливе, который не входит в зону блокады, и в основном осуществляются в Оманском заливе. Американские военно-морские силы, по данным Службы безопасности ВМС США, потеряли один из самых дорогих беспилотников в районе Персидского залива. Речь идет о морском разведывательном аппарате MQ-4C «Тритон», который, согласно отчету, был утрачен 9 апреля. Точные координаты крушения не раскрываются по соображениям оперативной безопасности. Данные авиационного трекинга фиксируют вылет аппарата с базы на Сицилии и последующее исчезновение над районом Ормузского пролива. Во время полета дрон сначала находился на высоте около 15 километров, затем резко снизился почти до 2,5 километров и перестал выходить на связь. Позднее он передавал аварийный код 7700, после чего пропал с радаров. Northrop Grumman, производитель аппарата, заявляет, что Трайтон – ключевой элемент морской разведки США с дальностью почти 13 тысяч километров и автономностью свыше суток. Это один из самых редких и дорогих беспилотников флота. Всего построено около 20 единиц. Стоимость каждого оценивается примерно в $240 миллионов. Министр обороны США Пит Хексет предупредил иранских лидеров, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они не сделают мудрый выбор. Также Хексет заявил на брифинге в четверг, что Иран откапывает ракеты и пусковые установки из разбомбленных объектов, поскольку страна не в состоянии пополнять запасы вооружений. Обращаюсь к руководству, сидящему в бункерах, и к руководству КСИР. Мы за вами наблюдаем. Наши возможности не равны. Наша армия и ваша. Помните, это неравный бой. Мы знаем, какие военные ресурсы вы перемещаете и куда именно. Пока вы откапываетесь, а именно это вы и делаете, извлекая их из разрушенных и разбомбленных объектов, мы становимся только сильнее. Вы выкапываете оставшиеся пусковые установки и ракеты, не имея возможности их заменить. У вас нет оборонной промышленности, нет способности восполнять наступательные или оборонительные возможности. У вас есть только то, что есть. Вы это знаете, и мы это знаем. Вы можете перемещать ресурсы, но не можете восстановить их. Сейчас вы можете лишь извлекать их из-под завалов, но не можете воссоздать потенциал. Мы же можем. Мы наращиваем силы с большей мощью, чем когда-либо. И что еще важнее, с лучшей разведкой, чем когда-либо, поскольку вы сами раскрываете себя своими перемещениями под нашим наблюдением.
Мы готовы нанести удар по вашей критически важной инфраструктуре двойного назначения, по оставшейся генерации электроэнергии и по вашему энергетическому сектору. Мы предпочли бы этого не делать, но мы готовы действовать по приказу президента и по нажатию кнопки. Эта блокада, которую председатель сегодня подробно разъяснит, мягкий вариант развития событий. Ваша энергетика не движется и не будет двигаться, и мы можем делать это весь день. Но она еще не уничтожена. Ваш энергетический сектор еще не уничтожен. Вы хотели бы публично заявлять, Иран, что контролируете Ормузский пролив, но у вас нет ни флота, ни реальной ситуационной осведомленности. Вы ничего не контролируете. Чтобы было ясно, угроза запусков ракет и беспилотников по судам, коммерческим судам, которые законно проходят через международные воды, это не контроль. Это пиратство и терроризм. Военно-морские силы США контролируют движение в проливе, потому что у нас есть реальные ресурсы и реальные возможности. Но есть альтернатива. Как сказали наши переговорщики, Иран может выбрать процветающее будущее, золотой мост, и мы надеемся, что он выберет его ради своего народа. Пока же и столько, сколько потребуется, мы будем поддерживать эту успешную блокаду. Но если Иран сделает неверный выбор, тогда будет и блокада, и удары по инфраструктуре, энергетике и объектам. Одновременно министр финансов Скотт Бессент и наши коллеги в Минфине запускают операцию Economic Fury, максимально усиливая экономическое давление на весь государственный аппарат Ирана. Иран, выбирайте мудро. И раз уж мы говорим о выборе, обращение к прессе, к пресс-корпусу, к американским СМИ, я не могу не заметить бесконечный поток мусора и непрерывно негативное освещение, которому вы не можете сопротивляться, несмотря на исторический и важный успех этой операции и успех наших войск. Иногда трудно понять, на чьей стороне некоторые из вас находятся. Это крайне непатриотично. В прошлое воскресенье я был в церкви с семьей, и наш пастор читал из Евангелия от Марка, глава 3. В этом отрывке Иисус входит в синагогу и исцеляет человека с иссохшей рукой. Фарисеи наблюдали, чтобы увидеть, исцелит ли он его в субботу, чтобы затем обвинить его. Видите, фарисеи, так называемые и самоназначенные элиты своего времени, пришли наблюдать, записывать, фиксировать. Но их сердца были ожесточены. Даже увидев настоящее чудо, это не имело значения. Они были там только для того, чтобы объяснить добро в рамках своей повестки. В конце этого отрывка фарисеи ушли и сразу же начали советоваться, как уничтожить его. И я подумал тогда в церкви, наша пресса точно такие же фарисеи. Ваша политически мотивированная враждебность к президенту Трампу почти полностью ослепляет вас перед блестящими действиями американских воинов. Фарисеи анализировали каждое доброе действие, чтобы найти нарушения, и искали только негатив. Как сказал министр, во время этой паузы я хочу подчеркнуть, объединенные силы США остаются развернутыми и готовы возобновить крупные боевые действия в любой момент. Ясно заявляю, эта блокада распространяется на все суда, независимо от национальности, направляющиеся в и из иранских портов. Действия США представляют собой блокаду портов и побережья Ирана, а не блокаду Ормузского пролива. Принудительные меры будут применяться в территориальных водах Ирана и в международных водах. Суда будут задерживаться для перехвата и конфискации преследований в и из иранских портов. Развернитесь или готовьтесь к абордажу. В случае несоблюдения этой блокады мы применим силу.
Другие союзники много говорили, но ничего не сделали. И, как отметил президент, это водный путь, который американская торговля использует не так уж и сильно. Мы не зависим от энергии, поступающей из Ормузского пролива, но Азия, Европа и большая часть остального мира зависят. Поэтому их способность организовать коллективную оборону или очистку пролива была бы замечательной вещью. И мы слышим и видим разговоры об этом. Но когда прозвучали выстрелы, именно эти страны были нужны больше всего. Их там не было. Их не было в проливе. Их не было рядом с нами. Их лидеры не сплачивались. Что у них есть со своими военно-морскими силами? Если они решат после того, как Центком выполнит основную работу, а это, опять же, они должны быть в состоянии сделать, мы должны жить в мире, где другие страны могут защищать водные пути, а не только ВМС США. Если это завершится, а мы верим, что так и будет, тогда мы будем рады участию других стран после этого. Но нельзя жить в мире вечно. И это послание остальному миру и нашим союзникам, где вы просто полагаетесь на Америку, чтобы она постоянно выполняла основную работу. О, Иран может получить ядерную бомбу. Кто что-нибудь с этим сделает? Америка и только Америка. Другие союзники должны инвестировать в свои возможности, чтобы они могли проецировать силу и выполнять элементарные задачи, такие как расчистка улиц. Поэтому мы на это не рассчитываем, но было бы замечательно увидеть это, если бы это когда-нибудь осуществилось. Соединенные Штаты и Иран приблизились к возможному соглашению о прекращении войны после затяжных переговоров в Исламабаде, которые формально завершились без результата, но открыли путь к продолжению диалога. Ключевую роль в посредничестве играет пакистанский военный лидер Асим Мунир. Он уже прибыл в Тегеран и провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передав сигналы из Вашингтона. В Белом доме осторожный оптимизм. Иранская сторона заявила о готовности продолжать диалог и назвала контакты с пакистанской делегацией полезными для стабильности в регионе. В Исламабаде подчеркивают, что сохраняют открытые каналы связи между США и Ираном и фактически выступают ключевым посредником в попытке возобновить переговоры. Пресс-секретарь Каролин Ливит заявила, договоренности пока нет, но перспективы сделки оцениваются позитивно. Параллельно обсуждается второй раунд переговоров, снова в Пакистане. Вы помните, что в своих заключительных заявлениях заместитель премьер-министра, сенатор Мухаммад Ишак Дар, выразил надежду на то, что обе стороны продолжат действовать в позитивном духе, чтобы достичь устойчивого мира и процветания во всем регионе и за его пределами. Крайне важно, чтобы стороны продолжали соблюдать свои обязательства по прекращению огня. Заместитель премьер-министра также подчеркнул, что Пакистан уже играл и будет продолжать играть свою роль в содействии взаимодействию и диалогу между двумя странами в ближайшие дни. На фоне дипломатической активности премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводит серию консультаций с региональными лидерами от Ближнего Востока до Европы. В Джидде Шариф провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. В повестке двустороннее сотрудничество и ситуация на Ближнем Востоке и попытки удержать хрупкое перемирие между США и Ираном. Далее маршрут Шарифа включает визит в Доху и участие в дипломатическом форуме в Анталии, где ожидаются встречи с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом и рядом мировых лидеров. На этом фоне Дональд Трамп усиливает давление. США готовы вводить вторичные санкции против стран, покупающих иранскую нефть. Уже объявлены ограничения против десятков компаний и судов. Военное измерение никуда не исчезло. Иран угрожает перекрыть ключевые морские маршруты, если блокада его портов продолжится. Это повышает ставки и усиливает риск эскалации. Тем не менее, рынки реагируют на дипломатические сигналы. Фондовые индексы растут, нефть немного откатилась. Инвесторы закладывают сценарий. Перемирие может перерасти в полноценное соглашение. Но фон остается напряженным. Звучат предупреждения о гуманитарном кризисе и даже угрозе голода, если ключевые транспортные артерии не будут разблокированы. Жители Ирана остаются без свободного доступа во всемирную сеть интернет уже почти 50 дней. Им доступны прежде всего государственное телевидение, печатная пресса и подцензурные издания в иранском сегменте интернета. Тем не менее, иранское государственное агентство пропаганды на зарубежные страны ВАНА по традиции спросило двух прохожих на улицах Тегерана, что они думают о перспективе переговоров с США. С учетом текущих условий я согласна на прекращение огня, если не будут забыты интересы иранского народа, если на нас не будут давить, если не будут нарушаться обещания и соглашения. На мой взгляд, это неплохо, даже полезно для иранского народа. Мы, иранцы, народ, который никогда не поддается давлению. На 100% мой дорогой соотечественник и наши власти такие же, они не поддаются давлению. Они нарушили обещания, и теперь к этому нужно отнестись серьезно. Я не думаю, что они продолжат эту войну, потому что она обошлась американцам очень дорого. Не думаю, что они смогут победить нас одними словами. Большинство людей, большая часть общества, не хотят этих переговоров, потому что за это время было пролито много крови. И в 12-дневной войне, и в 40-дневной. Эта кровь не должна быть напрасной, и мы по-прежнему требуем возмездия.
Честно говоря, я не очень поддерживаю прекращение огня, пока не будет полностью осуществлено возмездие за погибших. Все зависит от переговоров. Все зависит от предстоящих переговоров. Я надеюсь, что войны не будет. Никто на самом деле не хочет войны в своей стране. Мы всегда стремимся к миру и нормальной жизни. Глава МИД Великобритании. Ивет Купер выступила в Берлине с предупреждением против любых попыток взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По ее словам, такие инициативы подрывают базовые принципы международного права, свободы судоходства и глобальной торговой безопасности. На той же встрече в Германии министр иностранных дел ФРГ Юхан Вадефуль заявил о необходимости укрепления координации между Берлином и Лондоном и анонсировал расширение транспортных и молодежных программ между странами. Хотя режим прекращения огня, возможно, действует, Ормузский пролив имеет критически важное значение для всех нас. Появляется предложение, что частью урегулирования может стать взимание платы либо Ираном, либо группой стран за проход через Ормузский пролив. Позвольте ясно заявить, насколько решительно мы выступаем против этой идеи, насколько она подрывает региональную и глобальную безопасность. Потому что тогда помешает хуситам выдвинуть аналогичные угрозы в Баб-эль-Мандебском проливе? Это также подрывает нашу глобальную экономическую безопасность, поскольку ставит под угрозу морские принципы, которые наши страны отстаивали на протяжении многих поколений. Принципы, лежащие в основе морского права, согласно которым транзитные маршруты между открытыми морями не должны находиться под контролем одной страны. Коммерциализация географии подрывает принципы свободной торговли и международного права. Я говорю это как представитель страны, отвечающей за пролив Ла-Манш, ключевую часть торговых маршрутов Германии, самый загруженный судоходный путь в мире, более загруженный, чем Суэцкий канал и Ормузский пролив вместе взятые. И мы, как страна, ответственная за пролив Ла-Манш, безоговорочно отстаиваем принцип свободы судоходства и свободы торговли. Я приветствую сообщения о новых переговорах, которые ожидаются в ближайшее время. Мы хотим, чтобы они привели к миру в регионе, восстановлению глобального судоходства и свободы навигации, а также к прекращению угроз со стороны Ирана в адрес его соседей. Мы придерживаемся принципиального подхода к этому конфликту. Мы не поддерживали наступательные действия, но неоднократно поддерживали оборонительные. Мы не участвовали в начале этого конфликта, но будем работать с партнерами, чтобы довести его до устойчивого завершения. Дамы и господа, ни одна из этих проблем не может быть решена усилиями одной страны. Ни Великобританией, ни Германией, ни каким-либо другим государством. Но вместе у нас есть сила, опыт и авторитет, чтобы изменить ситуацию. Я убежден, что фундаментальные интересы и ценности Европы гораздо лучше защищаются и укрепляются в сотрудничестве с Великобританией. Дружба возникает только тогда, когда мы слушаем друг друга, делимся мыслями и лучше понимаем друг друга. Именно поэтому мы планируем прямое железнодорожное сообщение между Германией и Великобританией. Именно поэтому мы развиваем обмены между гражданскими обществами через безвизовые школьные поездки или, например, через первый германо-британский молодежный саммит, который прошел в марте. Ливанский президент Джозеф Аун отказался от прямого контакта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, несмотря на заявления о возможных исторических переговорах. Об этом сообщил ливанский чиновник в комментарии CNN. По его словам, Бейрут уведомил Вашингтон, что не готов к такому шагу до достижения прекращения огня между Израилем и террористической группировкой Хезболла. Ранее Дональд Трамп заявлял, что лидеры Израиля и Ливана должны провести разговор после первых прямых контактов за более чем 40 лет. Попытаемся дать небольшую передышку Израилю и Ливану. Прошло уже много времени с тех пор, как лидеры этих двух стран разговаривали друг с другом, около 34 лет. Это произойдет завтра. Приятно. Президент Дональд Джей Трамп. На фоне заявления продолжается активная фаза конфликта. Армия обороны Израиля выпустила срочное предупреждение для жителей юга Ливана к югу от реки Захрани, призвав к эвакуации из зоны возможных ударов. Хезболла заявляет о столкновениях с израильскими силами в районе Южного Ливана, подтверждая продолжение боевых действий, несмотря на дипломатические контакты. Вашингтон параллельно продвигает переговорный трек. На этой неделе в Вашингтоне прошли прямые консультации между сторонами, а израильский кабинет безопасности обсуждает варианты ограниченного перемирия. Формально это первый прямой политический контакт такого уровня за десятилетия. Однако стороны не имеют дипломатических отношений, а линия фронта остается активной. Соединенные Штаты настаивают на более широком соглашении, включая вопрос разоружения Хезболлы, тогда как Израиль продолжает наносить удары. Жители Ливана тем временем выражают противоречивые чувства. Одновременно надежду на успешный исход переговоров и полное недоверие к противоположной стороне. Напомним, ливано-израильский конфликт с разной степенью интенсивности и периодами относительного перемирия продолжается с начала 70-х годов прошлого века.
Мы, конечно, хотим переговоров с Израилем, хотим их завершить, хотим прожить эти несколько лет спокойно. Но есть препятствия, которые мы обязательно преодолеем. Что касается страны, я настроен оптимистично. Обязательно будет примирение, и мы будем жить в здоровье, безопасности и свободе. Переговоры состоятся скоро, через 2-3 дня или максимум через неделю. Они обязательно будут. Речь пойдет о выводе израильских войск и о том, чтобы мы разоружили Хезболлу, отвели ее в сторону и передали под контроль армии. Тогда в стране наступит мир. Если переговоры будут напрямую с врагом, однозначно нет. Почему я должен это принять после всего, что они сделали? Почему я должен садиться с ними за стол? Все эти погибшие молодые люди, разрушенные дома. Нет, однозначно нет. Если есть другой способ вести диалог, тогда да, но не напрямую. Жители Северного Израиля на фоне обсуждения возможного перемирия с террористической организацией Хезболла выражают противоречивые мнения. Часть населения требует довести конфликт до победы, ссылаясь на обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху завершить кампанию против угроз с севера. Другие говорят о необходимости устойчивого соглашения, которое обеспечит безопасность как Израиля, так и Ливана после месяцев ракетных обстрелов и ответных ударов. Я против прекращения огня, потому что если сейчас его заключить, это станет проблемой. Нам придется снова вступать в войну через месяц или 2. Это никогда не заканчивается. Нужно закончить это сейчас. Я думаю, если это настоящее прекращение огня, то оно давно назрело. Здесь нет территориального спора. Это просто иранский прокси в лице Хезболлы, который тянет весь регион вниз. Думаю, для людей Ливана и Израиля лучше всего завершить эту войну. Не просто прекращение огня, а полноценное мирное соглашение. Настоящее мирное соглашение. Никто ничего не потеряет, все только выиграют. Хезболла должна вернуться в Иран. Прекращение огня? Сейчас его нет. Я надеюсь, оно будет. И мы сможем жить гораздо лучше. Мы ждем этого. Но сейчас, кто знает. Я разочарована. Я разочарована. Мы через это проходим с самого детства. С тех пор, как себя помню, мы страдаем. И до сих пор страдаем. И Биби сказал, что мы победим. Я жду победы. У меня годовалый внук, который не видит дневного света. Он не выходит из укрытия. К чему это все пришло? Я разочарована и не поддерживаю прекращение огня. Вы, Цахал, вошли в Ливан. Я сочувствую солдатам. Мне очень жаль их. Я каждый вечер молюсь за них. Но послушайте, хватит. Киев и другие города Украины подверглись ночной массированной атаке ракетами и беспилотниками. По данным местных властей, погибли не менее 13 человек. Среди них 12-летний ребенок. Десятки получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях жилых зданий в разных районах столицы. В одном из случаев дрон на низкой высоте врезался в 18-этажный дом. В Одессе и Днепре также зафиксированы множественные удары по жилой и инфраструктурной застройке. Есть погибшие и раненые. В Харькове сообщается о пострадавших после атак дронами. Отдельно украинская полиция заявила о так называемом «двойном ударе» — повторной атаке по районам, куда уже прибыли спасатели и медики. Среди раненых — сотрудники полиции и экстренных служб. Спустя четверть века после решения открыть крупнейшие музеи страны для бесплатного доступа, власти Великобритании обсуждают, не ввести ли вновь плату за вход для иностранных туристов. И эта идея уже вызвала международную критику. Бесплатный вход в музеи был введен еще премьер-министром Тони Блэром в 2001 году, чтобы сделать культуру максимально доступной. Теперь правительство обсуждает, может ли частичное введение платы за вход поддержать саму сферу искусства. В центре споров, безусловно, Британский музей. Его коллекция – одна из крупнейших в мире. Более 8 миллионов предметов от Древнего Египта и Месопотамии до искусства Африки, Азии и Америки. Итоги консультаций обещают представить до конца года. Однако инициатива совпала с ростом требований вернуть культурные ценности странам происхождения. Критики считают, ввод платы в такой ситуации выглядит несправедливым. Представители Ганы и стран карибского сообщества прямо задаются вопросом: почему народы должны платить за доступ к собственному наследию? А группы правозащитников и сторонников возвращения ценностей странам, откуда они были вывезены, считают, что представители других стран и так сталкиваются с барьерами, визами и затратами на поездки. Плата за вход, по их мнению, только усилит это неравенство доступа к искусству и историческим ценностям.